Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим атонию поджелудков у коровы, причины ее возникновения, как лечить и как профилактировать данное заболевание. Строение желудка у жвачных животных сложное и состоит из нескольких отделов. Отделы рубец, сетку и книжку называют поджелудками. В них накапливается корм, происходит его расщепление микрофлорой, переваривание и всасывание. Очень важная роль в процессе переваривания корма принадлежит рубцу. Попавший в него корм, благодаря его мышечным сокращениям, постоянно перемешивается. Это улучшает процесс ферментации и запускает механизм жвачки у коровы. При этом происходит отрыгивание корма, корм дополнительно измельчается и обрабатывается слюной, которая имеет щелочную реакцию. Попадая обратно в рубец, такой корм снижает кислотность рубца и создает для микрофлоры рубца более оптимальные условия. После повторного перетирания грубых пищевых волокон корм превращается в однородную массу, которая легко усваивается. Если же моторика рубца по каким-то причинам нарушается, то процесс пищеварения у коровы тоже нарушается. Корм переваривается значительно дольше и появляются гнилостные процессы в рубце. И если не восстановить моторику рубца, то корова в конце концов может и погибнуть. Нормальное количество сокращений рубца у коровы до потребления корма 2-3 раза в течение 2 минут. После приема пищи этот показатель увеличивается до 4-5 раз за 2 минуты. Что может вызвать атонию рубца у коровы? Это может быть множество причин. Но основная причина возникновения атонии – это неправильное кормление коровы, которое ведет к нарушению баланса рубцовой микрофлоры. Это и нерегулярность кормления, когда голодание чередуется с интенсивным потреблением корма. К атонии ведет кормление коровы соломой или сеном низкого качества, особенно если это корма затхлые или подгнивающие. Также сюда можно отнести и кормление некачественными концентрированными кормами или их отходами. Нельзя давать корове испорченные корма, заплесневевшие овощи, поросшее зерно или загнивающий картофель. Атонию вызывает и чрезмерное скопление газов в рубце. Например, при выпасе коров на влажном травостое, особенно при поедании бобовых трав. В зимнее время атонию поджелудков может вызвать застой скота. Летом наоборот, атонию может вызвать перегон скота на большие расстояния. Основная причина возникновения атонии – это все-таки или неправильное кормление, или кормление некачественными кормами. Хотя могут быть и другие причины. На начальной стадии развития атонии снижается сокращение рубца. Данная стадия болезни именуется гипотонией. Первыми признаками развития гипотонии и атонии являются снижение аппетита и склонность коровы к залеживанию. Наиболее характерный признак заболевания – это прекращение отрыжки, и сокращение рубца происходит реже, чем 1-2 раза в 5 минут. Самое главное – это не спутать аденому с травматическим ретикулитом, который возникает в результате разрыва сетки острым предметом, поглощенным вместе с пищей. При травматическом ретикулоперикардите также могут наблюдаться атония поджелудков. Хорошего терапевтического эффекта можно достичь при использовании комплекса различных препаратов с целью восстановления секреции и моторики поджелудков, а также нормализации микробной флоры в поджелудках, устранения гнилостных процессов, последствий интоксикации и восстановления аппетита. Чтобы прекратить в пищеварительной системе брожение и гнилостные процессы, корову пропаивают раствором ихтиола 15 мл на 1 литр воды 2 раза в день, формалина или креолина. Для быстрого удаления кормовых масс из рубца назначаются слабительные препараты натрия сульфат или магния сульфат. Также при показаниях можно сделать промывание рубца 1% раствором натрия сульфата либо гидрокарбоната. Для этих целей потребуется более 30 литров. Очень часто при этом используют настойку чимерицы. Ее смешивают с водой и выпаивают корову по 15 мл за 1 раз. Таким образом вызывается жвачка. Если у коровы снизилось давление, то тогда внутривенно вводят раствор хлорида натрия. Это позволяет не только привести давление в норму, но и устранить интоксикацию, а также усилить ритмику сокращения рубца и соседних органов. Животным, которые заболели острой формой гипотонии поджелудков, назначают полуголодную диету на первые несколько суток. Если же болезнь возникла вследствие кормления корнеплодами или объемистыми водянистыми кормами, то тогда в рацион могут назначать доброкачественное сено. Водопой
ограничивать не стоит. Но поить больных коров лучше подсоленной водой. Доза 10 грамм поваренной соли на 10 литров воды. В корм рекомендуется добавлять специальную лечебную болтушку. Она готовится из глауберовой соли в количестве 200 граммов на литр воды и 400-800 граммов растительного масла. При атонии корове нельзя давать залеживаться. Больную корову стоит обеспечить ежедневным выгулом, который бы длился не менее 3 часов. Чем дольше, тем лучше. Это способствует восстановлению тонуса гладкой мускулатуры преджелудков. Полезны прогулки медленным размеренным шагом. Показано массирование рубца кулаком по 15-20 минут 2-4 раза в день. Медленными круговыми движениями массажируют против часовой стрелки. Процедуру можно совместить с холодными клизмами. В качестве руминаторных препаратов зачастую применяется настойка чимерицы, карбохолин, гипертонический раствор натрия хлорида внутривенно. Лично мне очень нравится настойка чимерицы. Она вводится в пероральном дозе около 5 мл. Входящие в состав лекарственного средства вещества стимулируют сокращение рубца. Настойка чимерицы должна быть не то что у каждого ветврача, а у каждого владельца коровы всегда. Что называется, под рукой и на самом видном месте. Это незаменимый препарат. Я бы памятник поставил чимерице. Препарат дешевый и действительно очень эффективный. Чтобы восстановить обмен веществ, вводят внутривенно 40% раствор глюкозы 300 мл и 10% раствор хлористого кальция 150 мл. Под кожу вводят кофеин 10 мл. Я не буду сейчас подробно описывать народные методы устранения атонии преджелудков. А зачем? Все равно чимерица стоит на порядок выше по эффективности, чем любые народные методы, и купить ее можно в любой ветаптеке. В качестве ознакомления скажу, что из методов народного лечения можно применять огуречный, капустный и помидорные рассолы по 500 мл один раз в сутки. Также можно применять настойку полыни. Корове дают 10-30 мл настойки раз в сутки на протяжении 5 дней. Можно давать полынь в виде травы 10-20 граммов 2 раза в день. При возникновении атонии преджелудков применяют стимулирующую смесь, для чего необходимо смешать 50 мл медицинского этилового спирта, 100 грамм дрожжей и 200 грамм сахара. Полученную смесь добавляют в 1 литр воды, перемешивают и дают корове. Повторно можно давать такую смесь через 1-2 дня, но не чаще 1 раза в сутки. Больной атонией корове можно заливать водку, разведенную в воде в объеме 100-150 мл в сутки. Это продезинфицирует рубец, а также вызовет дополнительное его сокращение. Ну а если наблюдается тяжелая форма атонии, то тогда уже прибегают к инъекции пилокарпина, прозарина или физостигмина. При значительной интоксикации организма коровы показано применение внутривенных инъекций глюкозы с кофеином, магния, натрия сульфата и гипертонических растворов натрия хлорида. Для нормализации кислотного баланса показано применение молочной кислоты 25-75 мл на литр воды. Соляной кислоты 1-2 столовые ложки на литр воды. Кислоты даются однократно в течение 2-3 дней. Прогноз выздоровления коровы при своевременном обнаружении и начале терапии вполне благоприятный. Если случай легкий и помощь оказана на начальном этапе, то корова выздоравливает меньше, чем за неделю. Лечебное кормление усиливает достаточно быстрый эффект и способствует восстановлению тонуса преджелудков. В последующих видео мы рассмотрим и другие болезни, которые могут возникнуть у крупнорогатого скота. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!